Замена термостата на Opel Astra G с двигателем. Вот он, Z16XEP. Такой же стоит на Opel Astra H. Термостат у нас 105 градусов. Вот он такой вот я купил. Он с подогревом. Кому интересно, почитайте, как он работает. Ну вот такая вот фирма. Оригинальный он там силуминовый. У меня уже пластиковый. Довольно не так просто в Украине найти. Именно оригинал. Вот. Снимаем аккумулятор. Снимаем эту площадочку. Ну, чтобы легче было добраться. В принципе, при желании можно и так добраться. Но я боюсь эту фишку не отломать. Вот. Здесь-то просто откручиваешь, снимаешь, и она-то не мешает. А вот эту вот фишку, она, я думаю, уже закисла. Вот, это фишка от термостата. В чем прикол еще этих термостатов? У меня будет он стоять вот так. А родимый у меня стоит в сторону. Вот так. Ну вот, есть такой. Это походу или с Chevrolet. Ну там такой же двигатель Cruze есть. Ну или Сашки. Об этом многие говорят. Сливаем антифриз. Тут все довольно просто у Opel. Вот и баклажечки. Две. По-моему, еще одна стоит. Вот, около 4 литров сливаем. Вот здесь внизу у нас радиатор. Вот у нас краник. Я сюда шлангочку одел. Ну, это не шлангочка, это у меня вообще уплотнителя кусочек полый. Зажал этими самыми стяжками и так сливал. Там диаметр, по-моему, 12. Я не нашел такой силиконовой трубочки. Но просто так он торчит в ту сторону, и без шлангочки вы поразливаете все. Вот, ну, то есть в гараже, как и наделать, не очень хотелось бы. Так, сейчас поставлю на паузу, потом, если какие-то нюансы, еще подсниму. Так, под аккумулятором такой лоток. Обязательно очищаем сливные отверстия. Здесь они небольшие, вот раз, два. Обязательно. Потому что вода тут будет застаиваться. Конденсат, там все остальное, это не нужно. И кто еще не купил себе для Opel, в наборе должны быть вот эти ешки. Иначе вам будет очень сложно его обслуживать. Очень сложно. Поэтому берем такие наборчики. Ну, такие или там другие, неважно. Чтобы были ешки. Освободили мы термостат сбоку. Теперь нужно снять вот эту вот фишку. У меня она еще и на стяжке. Вот, аккуратненько, они очень такие хрупкие. Вот здесь вот язычок, вот его нужно называть. Вот у меня здесь сбоку. Ну, вы увидите. И снимаем. Здесь я надеюсь, что вот два болтика снял и в сторону, и оно нам не будет мешать, и нам нужно будет откручивать вот это, вот этот болтик, там внизу и там ешечками. Простыми ключиками можно, но вы грани послизываете точно. Я бы послизывал, потому что у меня тут уже от времени как бы не сильно, но уже здесь хомут еще. Вот. Надо будет снимать. Я уже слил антифриз. Это мы сделаем вот этими вот. Да, где вот этими. Ладно, сейчас на паузу поставлю, покажу. Сейчас надо найти их. Так, первая проблема — это выкручивать вот эти вот болтики. 3 вот здесь выкручиваем норм. А 4 вон там снизу хрен. Итак, мы в принципе на финальном этапе. Вот он уже стоит, наш термостатик новенький. Только у нас теперь фишка вверх.
Оно интересно, если убрать, свет так не виднее. Не особо, но ладно. Давай все-таки подсветим. Вот, с чем мы столкнулись? У нас проблема была в том, что вот там 4-й болт снизу, ну его даже плохо видно. Вы вот этой вот ешечкой, которая у меня в наборе большой, не подлезете. Пришлось брать простую головочку на 8 и откручивать ней. К сожалению. Если у вас автомобиль, скажем так, с худшими, вот я показываю болты, с худшими болтами, у нас просто 65 тысяч пробега, и хоть и 25-й год на дворе, а на 2008 года, но тем не менее здесь еще все, так сказать, типа родное. Пришлось, чтобы добраться туда, даже с головочкой на 8, откручивать вот этот вот щиток коллектора. И столкнулись с тем, что здесь 3-й был болт ниже лямбда зонда. Мы его сломали. Ну, сейчас держится на двоих, вроде не дребезжит, но имейте в виду, очень аккуратно. Болты очень нежные. Поэтому еще рекомендую как себе, так и вам в дальнейшем купить еще ешечки, которые под маленькую трещотку или хотя бы под среднюю. Потому что одной большой вот этой, одна вторая, ну не везде подлезешь. Вот это тут хомут, вот это тут на патрубке мы снимали вот таким инструментом. У нас называется это кобра. Не знаю, по крайней мере у меня на заводе назывался он так. Вот. Здесь еще у нас был нюанс крепления вот этой вот фишки. Мы переместили на одно деление вверх. Один болт уже не задействовали. Почему? Потому что теперь у нас датчик нагрева этого самого нашего термостата уже вверху. Вот он. А был у нас вот здесь вот сбоку. На вот этот вот, на вот этом вот термостате. Не знаю. На оригиналах говорят, здесь 105 градусов написано на вот этой вот шайбочке. Здесь ничего не написано. И вот он, ну, видно, вот там вот щель. Он в открытом у нас положении был. Он застрял там. И поэтому мы меняем. Здесь он силуминовый. Я купил, у нас он вот этот вот пластиковый. Но это походу Chevrolet Cruze. Типа. Ну а так, в принципе, все делается. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Будут еще видео, естественно, потому что автомобиль не новый. И вам интересно, и мне интересно. До новых встреч.